Приветствую вас, друзья, на канале Аджо, и сегодняшнее видео мы хотим посвятить теме сна. Начинаем. 8 января 1964 года в 2 часа ночи я побил мировой рекорд бессонницы. 11 дней без сна. Меня увезли в военно-морской госпиталь, подключили к голове электроды, и я уснул. Первые 2 дня было легко. Я держался подальше от кровати и старался стоять на ногах как мог. Все последующие дни мне приходилось усилием воли заставлять себя строить предложения, чтобы отвечать на вопросы. Это было почти как ранняя стадия болезни Альцгеймера. Механизмы сна до сих пор до конца не раскрыты. Весь период сна делится на 5 стадий. С 1 по 4 фазы медленного сна. 5 фаза быстрый сон. Медленный и быстрый сон в течение ночи 6-7 раз сменяют друг друга. Человек, проснувшись в фазу медленного сна, как правило, не помнит сновидений. Если его разбудить в фазу быстрого сна, то человек в 90% случаев сообщает о сновидениях. Именно в этой фазе практикуются осознанные сны. Если человека избирательно лишать фазы быстрого сна, то это приведет к психическим расстройствам. Недосыпание неизбежно приводит к ухудшению концентрации внимания. Сонный водитель за рулем является причиной каждого 10-го ДТП. Ухудшение мышления при недостатке сна можно сравнить с алкогольным отравлением в 0,1%. На 2-3 день без сна начинаются серьезные изменения психики. Мозг перевозбуждается, могут начаться галлюцинации, нарушения поведения, памяти и внимания. Например, у Питера Трипа, который также принимал участие в подобном эксперименте, на 3-е сутки в пятнах на столе ему чудились насекомые, в ботинках пауки. В какой-то момент он даже уверял, что он не Питер Трип. Во время глубокого сна происходит сохранение информации в долговременной памяти. Если сравнивать с персональным компьютером, то сон – это дефрагментация и чистка жесткого диска, причем архивирующий мозг сам выбирает, что оставить, а что удалить. Информация, полученная за день, соотносится с имеющимися данными и архивируется. Если мыслящий мозг ничем не нагружался в течение предыдущего дня, то в архив нечего положить. Отсюда возникает так называемая информационная псевдодебильность, но это тема для отдельного рассмотрения. Кстати, в книге рекордов Гиннесса отменена категория бессонницы из-за опасности для здоровья испытуемых. 11 дней без сна – это крайность, необходимости в которой нет никакой. По-другому обстоят дела с хроническим недосыпанием, которое имеет свойство накапливаться в течение длительного времени. Не стоит задаваться вопросом, а что будет, если не спать несколько дней подряд, как это сделал молодой американец. Важно задаться встречным вопросом, как избежать хронического недосыпания. В 5 странах мира были опрошены 25 тысяч руководителей. В результате было установлено, что эти люди спят в среднем на 19% меньше. 87% из них признали, что недостаток сна подрывает их адекватность на работе и в семье. 51% становятся менее терпеливыми, а 49% испытывают снижение мотивации. Хроническое недосыпание снижает желание заниматься сексом в связи с тем, что снижается уровень тестостерона и повышается выработка кортизола. Если вырабатывается слишком много кортизола, то этот гормон становится причиной бессонницы, накопления жира и разрушения мышечной массы. Если вы причисляете себя к интеллектуальному меньшинству и вам необходимы нестандартность и гибкость мышления с высокой степенью концентрации для эффективной профессиональной коммуникации, то недостаток сна лишает вас всего этого. В НАСА проводилось исследование сна, которое показало, что дневной сон в течение 26 минут во время полета улучшает производительность пилота на 34% и внимательность на 54%. Традиция проводить 24-часовые политические переговоры приводит к тому, что любая неожиданная информация воспринимается негативно. Невозможно принимать обдуманные и взвешенные решения, когда хочется спать. Вероятно, что недостаток сна является той самой причиной нервозности, которая царит сегодня в мире. Лишний час здорового сна куда лучше, чем его отсутствие. Дневной сон в течение 60 минут повышает бдительность, эффект длится до 10 часов. Короткий дневной сон уменьшает сонливость в течение дня, поднимает настроение и улучшает качество жизни.
Друзья, спасибо, что посмотрели наше видео. Если вам понравилось, ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на наш канал. До скорой встречи. Аджо!